Виктор Петрович Астафьев. Стрепухина радость. Читает селигерский отшельник. Блины к ребячьей и мужицкой радости пеклись на селе часто. В субботу или в воскресенье уж непременно. Особым разнообразием гречневые там, овсяные, крупчаточные, какие пеклись издревле на Руси, у нас они не отличались. Заводили блины из той же, что и на хлебы молотой муки, просеяв ее на 2 раза, а если время гнало, черпали густую смесь из квашни, заведенной на общую домашнюю стряпню, и разводили кислые блины, стало быть, блины из квашеного теста. Блин, он что и пельмень. В изготовлении спор, в еде ходок. Челдоны говорят: коли последний блин или пельмень в рот вкладываешь, а на первом сидишь, значит, все, насытился человек. Однако ж, бывало, объедались чаще всего пельменями, вареными в костном бульоне. Горячими блинами тоже объедались. Если пробегаешься, поработаешь, они как-то сами собой катятся и катятся на мягкое дно, мимоходно согревая нутро и радуя душу. Только дышать становится труднее. Горячие масляные пары скапливаются в тебе, и внутренность спирает, требует выхода. Когда первый блин подспеет, махнешь его, не махнешь в масло, порой даже в трубочку его свернуть не успеешь, и мятым лопушком пихаешь в рот. Там он уж сам собой ищет ходу и проваливается в какую-то радостно притихшую пустоту. Но вот движения твои замедляются, глаза и нос не так востро ловят шум блина на сковороде, отмечая его зажаристость и духовитость. Праздничным платочком, уголочком складываешь блин и макаешь почти до пальцев в чашку с маслом, да еще и повалять его, а то и поплюхать в маслице норовишь. Так просто на сухую он уже не идет, застревает в верхней части туловища. Парень! — скажет бабушка. «Кажись, сверху глаз пошло!» И, пощупав мое округлившееся брюхо, иногда и пошлепав по нему, как по сдобному караваю, отправляет досыпать. Если это случилось в заговенье или после поста, на праздники. Сам едок от тяжести шевелиться или следовать в постель не мог. Норовил здесь же, на месте истребляемых блинов, положить голову на стол. Тогда просмешницы тетки говорили: «Во! Ухряпался работник!» и отводили меня на печь, но чаще в горницу, потому что от блинов всюду, особенно под потолком, плавал удушливый чад. Дедушка тот и не вел, а нес меня, зажав как котенка под мышкой, и не ронял, не кидал в постель, как тетки. Он осторожно опускал в нежно холодящую подушку, в притихшую ласковую тишину, да еще украдкой погладить масляной рукой
по голове ухитрялся. Но постойте, это я от сладостных, чревоугодных воспоминаний забежал вперед, сразу к столу, к блинам. Так дел не делается. Надо ж основательно, все по порядку, как и положено в крестьянском житье и в хозяйственном деле. Что главное в блине? Тесто, закваска, масло, соль, стрепуха? Нет, товарищи дорогие, не угадали. Главное в блине — сковорода. Ну и сковородник не последний инструмент. В больших сибирских семьях сковород водилось несколько. Первое и главное сковородище, банному тазу округлостью не уступающее, с толстым бортом и с толстым же основательным дном. Разогревается эта посудина уж надолго, стойко удерживая накал и температуру пищи. Такой сковородой можно убить, но самое ее истребить нельзя, разве что пустить под чугунную бабу, истолочь в куски, в крошево, употребить на заряды вместо пули картечи, что и делалось в гражданскую войну партизанами, да во время разорения крестьян в период коллективизации, когда мужики или парнишки, отбившись от дома, бедовали в тайге, кормились с ружья. Далее одна или две сковороды ходовые, не на всю семью, лишь на работников рассчитанные, на заимку посылаемые. В них, в этих походных сковородах, упрятаны, в запеченье сложены сковородки детские, почти игрушечные. Да они игрушечные и есть. В них или на них, как на испытательном стенде в век Этнера, девчонки пробуют постичь искусство стрепухи, испытывают себя, готовятся в настоящее дело, переходя от глиняных пострепушек в стеклянных черепушках, творимых на задах двора, к настоящей печи, к вечному огню, к самделишнему тесту. В такой сковородке, если и случалась проруха, сожжены будут или испорчены оладьи, блины, мало теста изводится. Кроме того, брак полагалось самой же стрепухе подъедать. Значит, не очень пострадает ее живот. Недолго ему ныть и болеть от некачественной продукции. Среди этого грубого, на виду хранимого, чугунного литья у настоящей, уважающей себя хозяйки есть сковорода заветная, именная, по родству из поколения в поколение передаваемая, иногда уже с выломанным и не в одном месте бортом, но все же не выброшенная на свалку, не пренебреженная, суеверно хранимая. Пока бабушкина да мамина сковорода в доме, и блин в печи не переведется. Тоненькая, изнутри всегда от масла блестящая, празднично сверкающая, цвета вороного крыла, да еще и многозвучно, музыкально была,
и сковородник для нее изготавливался отдельным, на тонком черенке, не для ведерной семейной сковороды, а для того, чтобы, выпрыгнув, кого-то схватить и унести да скушать. Где, как хоронила и спасала от требетни свою заветную хозяйку, спросить уже не у кого. Примерли они, хозяйки-то наши, или доживают свой век в городах, на казенном грубом хлебе, черствеющем за полдня. Ее заветную знал весь дом по звуку. И бывало, играешь в горнице или спишь на печи, даже сквозь всякий содом и непробудный сон, заслышав и отличив звон, приостановишься в игре или перебивку в ровном сне сделаешь, как бы вынурнешь из-под него поплавком наверх. Во! Бабушка блины будет печь, да и проглотишь в раз возникшую слюну. Играешь уж как-то с перебоями, а спишь в полсна и слышишь: вот оно внизу-то припекло, жаром повеяло, протопилась русская печь, нагорели крупные угли из сухих березовых дров, непременно березовых, непременно сухих, хороший от них ровный жар, и угару мало. Бабушка нагребла горстку углей ближе к шестку, разровняла их и пробно пока, чтоб струмент накалился, но не лопнул при этом, а трещиной не повредился, в дело без помех вошел. Держит сковороду некоторое время на угольях и ждет, помешивая в бывшей у нас посудине, которую нынче не встретишь, и как ее называют, все позабыли. Горшок, не горшок, что-то наподобие его, только без затеи он. Горшок-то без пузатостей, с ровным устойчивым дном и готовно широко открытым жерлом. Но, Господи, благослови! Тихо роняет бабушка и вынимает из печи сковородником черную, пока еще беззвучную, неодушевленную сковороду, и так вот, держа ее на весу, машет изнутри рябеньким крылышком, макая его в масло. Сунув крылышко обратно в посудину с маслом, чуть наклонив левой рукой сковороду, льет на нее жидкое тесто, и сразу громкое «шах» слышится в пути. Бабушка-дирижер, фокусник, мастер, сковородником так эдак поворачивает сковороду, расстилая по ней тонкий блин до самых краев, но не выше, не ближе, не дальше. «Ша!» Умиротворенно откликается сковорода, дескать, все, полный порядок. На минуту-другую, как курица на гнезде, приникает сковорода чутким дном к угольям. Насиживает блин. Бабушка стоит, опершись на сковородник возле чела печа, и смотрит, как он вспухает пузырями и пузырьками. Блин-то дышит парами, шевелится сам в себе, набирается жаркого угольного свету, становясь и сам с исподу жарким, золотистым, словно золотой рубль, по краям еще не обитый и не отшлифованный. Уловив какой-то ей лишь ведомый момент, бабушка выхватывает сковороду
и, мотнув сковородником, подбрасывает кругляшок блина, будто фокусник монету. И он ложится на сковороду обратной стороной и снова, совсем уж на короткое время, обратно блину в печь надо на зажарку и подсушку с обратной стороны. Было это уж архитектурным излишеством, форсом бабушкиным, который она позволяла себе, когда была поудалее и моложе, да когда едоков в доме поубавлялось. Прежде-то ей некогда было фокусы показывать и баб-соседок поражать этакой вот ловкостью и разудалостью. «Ой, тетка Катерина!» — ахнут соседки. «Да уж!» — возничает бабушка. «Жито девки стряпано, пита и пета. Теперь уж чё, рука ломата, поясница надсажена, а то ведь коло печи вся ты, как таленка, изгинаться должна. А ну ничего, подбросишь, блин, он мим сковороды шлеп на пол. Самоскоком питаюсь, совсем уж вкус блина со сковороды забыла. Давай ножиком блин переворачивать, нужда заставит свежие блины исти». Но внимание! Первый блин, он как первый лист в тетрадке. Начнешь его без помарки, на поля не залезать, ошибок не натворить, 5 тебе за труд, за аккуратность и прилежание. Слышно его, слышно. Утих он, и тем слышнее сделался. Нюхом уж слышен, нюхом. Первый блин, он не комом мой блин. Я самый малый в доме, и хоть варнак, баловать и радовать больше некого. Чаще всего сам я и являлся на запах первого блина. Выглядывал из-за косяка передней, и бабушка вроде бы и не видела меня. Чтобы не быть забытым, я высовывался дальше, но под руку не лез, не дай бог. Блин клином выйдет, так получится, что я помешал. Сбою в работе способствовал, вредил, а не помогал. Однако памятней всего, когда заспишься или разнежишься на печи, полуспишь, полудремлешь, и вдруг услышишь прикосновение бабушки. «Батюшка! На-ка, первенький, самый сладенький!» И в руках, в ладонях у тебя уютно усядется мягкой птичкой блин. Легкий, воздушный, осторожно его хватишь губами с хвоста, с крылышек нежных, помня, что там внутри блина таится горячая яростная плоть, которую, если пустить комком внутрь, то тебя что пуля или пушечное раскаленное ядро прокатится, означив все кишки и закоулки. Остановившись в отделении на самом низу, блин будет жечь тебя так, что запляшешь и завоешь. И по делам. Не жадничай, не хватай. Ешь и живи по заведенному в доме степенному порядку. Но как его первый блин не растягивай, не паси, все равно исчезнет он незаметно. И тут уж искушение чрева, кухонный зов, набат сковороды снимут с тебя с постели, спустят с печи, не умываясь,
сжимая позывы на улицу. Сунешься к кухонному столу, а там на малированной тарелке уж 3 блина тебя ждут. Ух ты! Обрадуется, запрыгает, заурчит внутри щенком что-то и кто-то, потому что самому и обрадоваться нет времени. Раз, 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 куда они делись, блины-то? Ведь вот же только что были! Вот так работник, вот так ударник труда! Воркует бабушка, сбрасывая со сковороды 4-й блин. Да не хватай, не хватай! Никуда он от тебя не денется! Но есть сила превыше человека. Позднее я узнаю. Называется она страстью. Совладать с нею далеко не всегда удавалось даже генералам и царям. Как и когда наступает пресыщение, происходит заторможение действий, накатывает сытая сонная усталость, уловить и понять невозможно. Теребишь, блин, обхватываешь по краям губами узкое зажаристое кружевце. Ничего уж никуда не летит, не проваливается. Жаркая масляная отпышка, как дым после выстрела, кидает из тебя обратно жор, а все расстаться с блином не хватает духу и сил. Уж ты его уже одними глазами ешь и осоловело клюешь носом, на двор поманивает, ну совсем сморила, шевелиться не хочется. Девки, а девки, дедушка, вы поглядите, поглядите на него. Скосопузился, вот-вот со скамьи скатится, но все же за блин держится, упорный старатель. Бабушка потная, разгоревшаяся, довольная тем, что отстоловала главного работника, опершись на сковородник, отдыхает после первого запала. На шесте печи вверх дном отдыхивается сковорода. Перекалилась посудина. Начинает жечь блин. Напоминает о пределе своем звонким потрескиванием, хлесткими щелчками. Ей сковороде тоже передых требуется. Может она от напряжения лопнуть. Днем на большой семейной сковороде, платочком свернутые, веером выложенные, запеченные в масле, подаются на стол блины. Они тоже очень аппетитные и вкусные, но не могут сравниться с теми блинами, что с пылу с жару огнем пышущие, живые. Ребячье счастье, стрепухина радость, праздник в доме, в душе и в брюхе торжество. Ныне заветные сковороды в домах извелись. Вместо них продаются стандартные серые, словно бы из свинца литые изделия, да и стрепухи обленились. Радости сотворения хлебов, сушек, блинов не знают и знать не хотят. Говорят, как и многие редкостные товары, чугуны и сковороды в Сибирь через Китай попадали. Фарфор, эмалированная, хрустальная, керамическая, стеклянная посуда тоже через Китай. И чего еще попадало через Китай,
никто теперь уж и не знает. А интересно бы узнать, как в бабушкин сундук железная шкатулка попала, и как сами китайцы в Красноярске очутились и пережили все смутные времена. С появлением флота на Енисее начался якорно-машинный промысел. Изношенные чугунные корпуса и детали переправлялись на домашнюю утварь. Воровали даже якоря. Больших хитростей достигли злоумышленники в уводе корабельных принадлежностей. Обрезали и топили якоря в реке, заметив ориентиры. Лапы у якорей ночной порой отпиливали, обламывали, а то и вовсе подменяли. Нанялись будто бы однажды на енисейскую баржу матросами два вятских мужика. Как и все вятские мужики, были они мастера на все руки, и, как всякие мастера, были они сильные выпивохи. Однажды вятские матросы пропили с баржи чугунные якоря. Носовые два, потом и кормовой на похмелку ушел. Но большие уж они хитрованы, вятские-то, взяли да вместо чугунных деревянные якоря изладили. Сажей их промазали и подвесили на место. Вот, потащила баржу в шторм, на камни. Шкипер кричит: «Отдать, правый!» Отдали. Не держит. «Отдать левый носовой!» Отдали. Не держит. «Отдать кормовой! Страховочный!» Отдали. Не держит. «Как это не держит? Отчего не держит?» орет в железный рупор шкипер. «Отчего, отчего?» — озлились вятские матросы. «Разуй глаза! Якоря-то всплыли!» Говорят, долго лечился в больницах бедный шкипер. И на воду, на ответственную работу по причине поврежденности ума больше вернуться не смог. Может, и бабушкина заветная сковорода из тех якорей отлита была, кто дознается. Но уж блины пекла по субботам, бывало, да и будни. Все, дальше не буду. У самого вон полон рот слюны, и в брюхе, да и выше брюха что-то заскулило. Хоть в деревню собирайся, там одна моя родственница еще стряпает деревенские живые блины. Как пойдет на древней тонкозвучной сковороде кудесничать. Музыка, головокружение, все еще вороновым крылом отливает сковорода, ни единой щелки на ней, ни единой выкрашенки. Лет ей 200, не меньше. Гору блинов она сотворила, версты славных и светлых воспоминаний людям подарила. Кому-то достанется та музыкальная сковорода, кого-то порадует блинами, скорее всего, учащихся школы. Может, выполнить им план поможет по сбору железного утиля. Век иной, иные песни,
и заделья иные, и радости новые. Печали вот только старые, престарые, и воспоминания все те же, и все о том же. Благодарю вас от всего сердца за то, что вы пронеслись сквозь волны этого рассказа до самого берега его завершения. Если вы действительно были со мной до последней строки, прошу вас, зажгите в комментариях маленький огонек или оставьте трепетное сердечко. Пусть это станет маяком, сигнализирующим о количестве душ, дошедших до финала. И да пребудет со мной милость всемогущего Ютуба, дабы он расправил крылья моему видео и понес его навстречу новым слушателям. Вместо прощания, которое звучит как похоронный звон, я предлагаю вам нырнуть в глубину следующей истории, что словно сокровище возникло сейчас в списке на экране. Пусть она станет для вас новым приключением, новой гранью познания, новым лучом света в бесконечной тьме будней.